Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы на канале Таро с Аленой. На этом канале мы смотрим о мужчине, который вас интересует. И сегодня мы будем смотреть традиционный расклад. Что ему стучит, гремит, дверь открывает, на порог ступает, что его побеспокоит и что его успокоит. Или кто. А для того, чтобы вы определили, подходит ли вам этот расклад, мы сделаем вашу сигнификацию, то есть посмотрим, в каких энергиях вы сегодня находитесь. Также по традиции я благодарю вас за лайки, за комментарии, за подписку на канал, благодарю вас за донаты. Также благодарю за то, что вы делитесь моими видео со своими знакомыми в других социальных сетях. Вселенная обязательно отблагодарит вас любым другим удобным для нее способом. Кто же вы человек, который смотрит этот расклад? Выпадает карта смерть. Смерть– это сжигание прошлого, как вы видите. То есть вам предстоит попрощаться с прошлым. Все, что ушло, об этом мы забываем и идем в будущее. То есть начинается новая жизнь. Возможно, у вас были обманы какие-то, измены. То есть кто-то даже насилие пережил. Это все было в сфере любви. Также у вас были любовные предложения и чары. Была радость, которую вы переживали в семье, было изобилие. И была такая далекая, дальняя жизненная дорога, возможно, переезд. С этим переездом завершился какой-то период испытаний, который был в вашей жизни. Трудности ушли. Ушли измены, ушли ситуации, которые вызывали у вас страх, ушло влияние на вас третьих сил, и вы получили хорошую защиту. То есть вы научились защищать себя, своих близких. Возле вас находятся молодые энергичные люди, с которыми вы можете побеседовать. Это могут быть ваши дети, возможно, также родственники, с которыми вы отмечаете какие-то значимые события в вашей семье. Карта родственников. То есть родственники вас действительно любят, балуют вас, даруют вам подарки, но как-то ограничено ваше передвижение в пространстве. То есть, возможно, вы находитесь в закрытом помещении, мало двигаетесь. Также выпадает опять карта, которая говорит о привязке вас к материальному виду, к материальному миру. И также, возможно, вредные привычки, которые были у вас в прошлом. Возможно, вы были чересчур сексуальны, и вам очень хотелось испытать какие-то наслаждения. Но сейчас вы победили эти страсти. Да, возможно, осталась ситуация привязанности к какому-то человеку. То есть вы постоянно думаете о каком-то человеке, и это забирает у вас силы, а также вы можете терять из-за этого деньги. Вы очень прекрасно выглядите, не по годам, молодо, вы полны энергии, вы сексуальные, вы ясновидением обладаете, хорошая интуиция у вас. То есть вы такой человек, который быстро решает, выбирает партнера под себя, сейчас вы одиноки. Также карта говорит, что вы можете быть очень изобильные, стабильные, у вас есть собственность. Вот. Возможно, какой-то темный, тяжелый период времени вы переживаете, возможно, магическое влияние. То есть какой-то мужчина моложе вас хочет, чтобы вы согласились с ним пойти на свидание. И он считает, что это по справедливости, что все будет честно. Вот. Также карта говорит о каком-то вашем недомогании, но вы уже выздоравливаете, то есть поправитесь быстро. Также вы находитесь в энергиях колдуньи, то есть человека, который готов себя защитить. Видите, женщина держит ножичек. Также вы представляете опасность для некоторых людей, потому что они первыми вас трогают. Выпала карта окончательного приговора.
То есть, ну, вот это вот все, что было в прошлом, уходит, а в будущем вас ожидает мужчина под стать. Верный, сексуальный, активный, очень быстрый. То есть такой мужчина, который поможет вам ощутить результат. Вот получить какой-то подарок. Ну, на этом мы завершаем вашу сигнификацию. Если услышанное вам подходит, значит, мы продолжаем делать расклад. А смотреть мы будем о нем, о мужчине, который заполонил вашу душу и ваше сердце. Мы сейчас посмотрим, как у него дела, что ему стучит, гремит, дверь открывает. Итак, что ему стучит? А ему стучит избавление от кармических страхов. Он сильно боялся каких-то военных действий. Возможно, человек боялся насилия и боялся, что это все повлияет на его бизнес или на развитие его отношений. Мгм. Стучит ему тяжкий труд, то есть он будет работать, и также человек мечтает признаться кому-то в любви. Будет доставлять удовольствие себе любимому. С деньгами пока что у него вот остановочка, то есть он зарабатывает, а получать, обналичить не может деньги. Также выпала карта судьбы, то есть время нужно для того, чтобы случился переход этот. Ему нужно сделать правильный выбор, и тогда он заложит хороший фундамент дальнейшего своего общения с королевой жезлов, с женщиной активной, сексуальной, продуктивной, ясновидящей. Вот у него такая может появиться подруга. Что ему гремит? А гремит ему состояние, когда он будет защищать нажитое, так сказать. Также человек, ну, будет обращаться к любви, которая была у него в прошлом. То есть он хочет встретиться с кем-то из прошлого. Дверь открывает ему дальняя дорога. Дальняя, но успешная. Возможно, даже дорога к его второй половине. То есть он найдет себе настоящего друга в первую очередь, человека, который будет его хорошо понимать, чувствовать, поддерживать, ну и может возникнуть настоящая любовь. На порог ему ступает все-таки переезд. Переезд к воде или по воде. И также должно пройти время, потому что человек должен исцелиться от измены, которую он пережил в прошлом. Да, он любил, был любим, и вот сейчас быстро будет меняться ситуация потери на ситуацию, когда человек будет активен, энергичен, сексуален. Давайте посмотрим, что же его побеспокоит. Ну, его и побеспокоит вот это состояние активной поездки, и потом он где-то будет отдыхать. Возможно, у какой-то тайной женщины или женщины, обладающей знаниями верховной жрицы. То есть он хочет к ней поехать и отдохнуть. Это его беспокоит, потому что отношений нет, а хочется. Хочется ощутить настоящую радость, счастье и любовь. Пока что это под вопросом. Беспокоит завершение ситуации повешенного. То есть повешенный перевернулся. Если человек был робким, то теперь он станет активным. Человек станет активным, активно разрушит, но потеря ему разрушит какие-то отношения, какую-то свою привязку. Видите, вот эта привязка была. Эту привязку он разрушает.
и успокоит его любимая женщина, или родная, или любимая. Но состояние будет еще неспокойное, ну, то есть его будут успокаивать не только она, но еще товарищ, скорее всего, постарше. Потому что человек опасается обмана, хочет все-таки избавиться от страха того, что вот что-то он боится наедине еще с этой женщиной остаться почему-то. Но боится как бы силу свою проявить. Боится человек искушения какого-то, вредных привычек. Боится человек, что он может чересчур превысить как бы свои полномочия. Человек уйдет от какой-то сложной ситуации. Он уходит из сложной ситуации и вот все-таки начинает, ну вот видите, прояснять отношения с императрицей, с главной женщиной в его жизни. Женщина может быть и постарше, и не одна. То есть, если еще одна есть женщина еще постарше, чем императрица. То есть, это может быть и мама, но может быть и любимая женщина. И это может быть мама. Человек боролся, хоть и понарошку, но он боролся за стабильность, так сказать. Он очень долго терпел, и это была ситуация, нужна ему для того, чтобы он смог принять тот дар, который дает ему Вселенная. То есть он наблюдал и совершенствовался. Он пытался преодолеть тот кризис и научиться руководить своим духом. И вот сейчас он готов сделать выбор в любви и исполнить свою мечту. То есть человек может позвонить, и у него могут появиться крупные деньги большие и настоящая семья. То есть человек может быть в изобилии, в достатке, в гармонии и обрести семейное счастье. Вот такой получился расклад. Если вам понравился расклад, поддержите это видео лайком, напишите комментарий, можете присылать донаты. Если вам легко, то поделитесь, пожалуйста, этим видео со своими знакомыми в других социальных сетях. А я благодарю вас за любую поддержку моего канала и говорю вам до свидания. До новых встреч!